Всем привет! Многие наши подписчики или просто любители турецкого кинотворчества постоянно упоминают Бурака Özçivit'i как талантливого и популярного актера. И сегодня вряд ли найдется поклонник турецкого кинопрома, который ничего не знает о Бураке. Именно поэтому, а может быть и не поэтому, мы решили снять большущий обзор, который будет посвящен только Бураку и никому больше. Именно здесь вы познакомитесь с самыми большими тайнами Бурака, узнаете, какой он человек в жизни и на съемочной площадке. Мы считаем, что сегодня это очень актуально, ведь интернет пестрит информацией, какой Бурак сложный человек, а временами даже и тиран. Но мы ничего не станем утверждать, а только соберем факты, одни лишь факты и ничего больше, и расскажем о них только вам. Также вы познакомитесь с полной фильмографией Бурака, его жизнью вне съемочной площадки, и еще много-много чего интересного ждет вас в этом ролике. А перед просмотром хотели бы вас попросить подписаться на наш канал и поддержать лайком. Для вас это сущий пустяк, а нам это очень важно. Спасибо вам огромное, и так, не смею больше вас задерживать, давайте начнем. Представьте себе небольшой курортный городок на юге-востоке Турции под названием Мерсин. Ой, подождите-ка. Я понимаю, что вы сейчас вскочили с дивана в гневе и в непонимании. Это Мерсин-то небольшой? Да это же город-миллионник с огромным студенческим городком, музеями, суперсовременными больницами, заводами и уникальными транспортными развязками. Ну конечно да, но это сейчас. Но давайте представим этот город таким раньше, например, в 1984 году. Да, именно тогда у главы семейства Бюлента Özçivit'i был небольшой собственный ресторанчик традиционной кухни. Именно сюда любили приходить жители Мерсина, количество которых на тот момент едва дотягивало до 200 тысяч человек. Была у Бюлента жена тихая и скромная женщина, которая занималась домашним хозяйством, растила и как могла воспитывала свою дочь Бурджун. Именно в этом году, а точнее 24 декабря 1984 года и появился на свет наш герой Бурак Özçivit. В детстве Бурак был очень тихим и спокойным ребенком и никогда не доставлял родителям особых хлопот. Он мог целыми днями смотреть по телевизору мультфильмы и воображать себя в образе любимых героев. Но вот видите, а вы ругаете своих детей за мультики, совершенно не представляя, что перед вами, возможно, сидит будущий знаменитый актер или актриса. Ну да ладно. Юному Бураку очень нравились супергерои, и он постоянно в своих мечтах представлял, как спасает мир от злодеев. А больше всего ему нравился Бэтмен. Возможно, что именно поэтому, повзрослев, Бурак все свободное время начал посвящать спорту. Можно сказать, что тренажерный зал и футбольное поле стали его вторым домом. Но мальчик Бурак так и не успел понять, что же ему нравится больше, так как его семья переезжает в Стамбул на постоянное место жительства. А большой город сулил огромные перспективы, о чем юноша понял сразу. К тому времени он уже вполне четко осознавал, что природа щедро наградила его выдающимися внешними данными, с помощью которых он сможет стать настоящей звездой. И несмотря на то, что его отец видел в сыне помощника в семейном бизнесе, Бурак твердо решил стать киноактером. Это уже потом, в 2014 году, став известным и популярным, Бурак Özçivit откроет собственный ресторан в центре Стамбула, продолжив таким образом семейную династию. Он назовет его Балибей в честь героя Бурака из Великолепного века, но это гораздо позже. А сейчас, окончив школу, Özçivit поступает на искусствоведческий факультет Стамбульского университета, старейшего в стране, и параллельно заключает контракт с известным модельным агентством, а немного позже станет его лицом. И вот прошло лишь пару лет, как юный Бурак станет очень популярным в фэшн-индустрии. Его карьера была столь стремительной, что уже в 2003 году 17-летнего юношу признали самым красивым мужчиной Турции, а в 2005 он стал вторым среди лучших моделей мира. Причем фотографии на конкурс втайне отправил его отец. Сам парень участвовать не планировал. Теперь, спустя много лет, разве кто-нибудь скажет, что отец поступил неправильно? Думаю, нет. Несмотря на растущую популярность к его персоне, Бурак продолжает обучение и поступает в Мармарийский университет на факультет изобразительного искусства и кино. Модель моделью, но мечта стать актером требовала сил и терпения, чего у Бурака было не занимать. Не будем сейчас говорить о том, что уже тогда популярность Özçivit'i в Турции достигла небывалых высот. Его фотографии пестрели страницы самых престижных глянцевых изданий,
а именитые дизайнеры стремились заполучить Бурака для рекламы своих лучших коллекций. Режиссеры также не остались без внимания столь харизматичную персону и стали предлагать юноше роли в кино. И вот оно, наконец-то. Сначала Бурак пробует себя в фильме «-18». Актер сыграл полицейского, занимающегося детьми-преступниками. Сериал поднял важную тему, как и почему дети из неблагополучных семей и дети-сироты начинают совершать преступления. А Бурак, очевидь самого первого проекта, выбрал для себя образ благородного парня. На экраны проект вышел в 2006 году. А в 2007 уже выходит сериал «Муж по принуждению», в котором Бураку досталась роль сына богатых родителей, которые хотят женить сына ради финансовых выгод. Актер создал образ красавчика, живущего легкой жизнью. Кстати, у сериала были достаточно высокие рейтинги. Потом он снимается еще в проекте «Невозможная любовь», но, к сожалению, этот проект так и не вышел за пределы Турции. Далее следует необычный фильм «Зараженный», где он сыграет роль Суата. Он и его возлюбленный Нуркан счастливо живут в своей деревне. Приходит время связать узами брака эту любовь, которой завидуют все знакомые, но решение пожениться оборачивается большой бедой на голову счастливой пары. Нечто, пришедшее из совершенно иного мира, страшный дух, станет причиной событий, которым нет логического объяснения, и изменит всю жизнь влюбленных. Отныне ни их жизнь, ни их любовь уже никогда не будет как прежде. Я бы охарактеризовал бы данное кино так. «Игра престолов» по-турецки в формате минимализма. Необычное довольно кино и интересное. Главное переждать скучноватое начало фильма. А следующая его работа – это «Семейный дом». Мелодрама о сельском парне, который, вопреки желаниям отца, живет своей жизнью. И не просто живет, а прожигает на полную катушку. Итак, сельский парень Мурат Халил, вопреки желанию своего отца, становится музыкантом и организовывает свою музыкальную группу. О ужас, теперь отец не увидит своего сына в качестве сельхозинженера со столичным образованием. Родитель не знает, как отреагировать на произошедшее и понимает, что сын по его стопам точно не пойдет. Тем временем в коллективе, собранном Халилом, появляется новая солистка. Очаровательная девушка, нравится певцам и особенно приходится по душе Исмету, лучшему другу Мурата. Его чувства взаимны, и влюбленные начинают строить план на счастливое совместное будущее. Однако менеджеры недовольны появлением красавицы в группе и намерены вышвырнуть ее с первого же провала. Они затаиваются в ожидании, готовые в любую секунду осуществить задуманное и избавиться от неугодной им девушки. А дальше любовь, интриги и музыка. Потом будет весьма интересный проект под названием «Маленькие тайны». Вышел он на экраны в 2010 году. Кто-то считает, что этот сериал был слизан с американских сплетниц. Другие же считают, что «Маленькие тайны» значительно живее, сериал более жизненный, его герои вызывают положительные эмоции. В нем нет как бы тяжеловесности сплетниц. Он динамично смотрится от первой и до последней серии. Многие поклонницы Бурака Озчивит стали смотреть этот сериал именно из-за него, но в итоге были вынуждены признать, что сам сериал вполне себе ничего и очень даже интересный. Конечно же, практически все утверждают, что Бурак Озчивит из тех актеров в этом сериале, на которых можно любоваться бесконечно. На протяжении фильма восприятие его роли, поведение меняются в лучшую сторону. Пока он пытается изображать себя белого и пушистого, стоит несколько в стороне от главных событий, улыбается ехидной усмешкой, как-то не особо цепляет. Но когда закипают нешуточные страсти с его любимой, когда он сам себе признается в том, что любит, вот тогда он и предстает перед нами во всей красе. В паре сцен аж дыхание перехватывает и мурашки по коже бегут, какой накал страстей возникает между ним и его любимой девушкой. А в сериале «Предательство» 2010 года рассказывается о молодом человеке Эмире, которого, разумеется, играет Бурак. Так вот, Эмир с детства мечтал стать полицейским и, успешно окончив учебное заведение, устраивается в местное отделение полиции. У главного героя есть старшая сестра, с которой он очень дружен. Именно ей он может доверять самое сокровенное. Женщина работает в крупном холдинге, и однажды у нее на работе Эмир знакомится с красивой девушкой Хазал, тоже работающей в этой компании. Они быстро подружились, полюбили друг друга, и дело шло, казалось, к свадьбе, но в один миг все изменилось. На офис, где трудится женщина, произошло дерзкое нападение. Бандиты убили начальника, его сына и случайно сестру Эмира. Он пытается поймать преступников, ранил одного, но они все же смогли скрыться. Мужчина берется за собственное расследование и клянется отомстить за сестру. Но в ходе разбирательства раскрываются такие подробности, что Эмиру придется сделать выбор. Каким-то образом Хазал замешана в совершенном преступлении. Как же поступит в сложившейся ситуации Эмир? Этот сериал почему-то не получил отклика у зрителей, поэтому отзывов и рецензий на него весьма мало. И вот, наконец-то, великолепный век. Не будем рассказывать, о чем этот сериал, вы и так все прекрасно знаете. Герой Бурака Марчоглу Балибей появляется не с первых серий, зато происходит это более чем эффектно. Балибей близок по духу Бураку. Он сильный, смелый, честный и искренне преданный своей династии.
Балибэй не плетет интриг, он искусный боец и стратег. А кроме того, невероятно красив. От его фирменного прищура глаз разбилось не одно женское сердце. На протяжении всего сериала Балибэй окружен женским вниманием как минимум 6 романов. Но Балибэя невозможно упрекнуть ни в одном. В отношениях с девушками, как и в жизни, он предельно честен и всегда открыто говорит о своих чувствах. Бурак блистательно воплотил образ Балибэя. Зрители сериала были восхищены красивым и благородным героем настолько, что Бурак моментально обрел широкую известность в десятках стран, и его поклонники теперь исчислялись миллионами. На какое-то время режиссеры вывели персонаж Бурака из сериала, но женская аудитория настолько полюбился, и пришло такое огромное количество жалоб, что его пришлось срочно вернуть в сериал. Несмотря на то, что съемки отнимали у Бурака много сил и времени, он остался очень доволен своей работой. Сотрудничество с одними из самых опытных актеров и продюсеров Турции оказалось полезным для него не только как для актера, но и как для обычного человека. Не упустил Бурак возможности высказаться и о некоторых исторических персонажах. Так, по его мнению, султан Сулейман действительно был могущественным правителем османов. Однако к концу жизни сбылся его самый большой страх – он превратился в собственного отца, которого волновала лишь власть. Между тем актер уверен, что 10-й падишах османского государства был действительно справедливым. В доказательство своих слов Ащевид привел казнь Ибрагима Паши. Звезда Турдизи уверен в том, что его кончина была справедливой и вполне ожидаемой. Действительно, Сулейман дал много полномочий своему рабу, но сделал он это лишь потому, что верил в него и считал своим другом. В то же время сам Паргали позабыл как о своем положении, так и о существовании султана, поэтому за это расплатился своей жизнью. А вот говоря о казни старшего сына правителя, Шехзаде Мустафы, актер отметил, что она стала результатом как проступков самого наследного принца, так и многочисленных интриг, которые плели вокруг него враги на протяжении многих лет. Бурак также отметил, что если бы сын Махидевран сам следовал всем правилам и зачастую не нарушал приказы отца, то его судьба могла бы сложиться совсем иначе. Между тем, Ащевид отметил, что судить султана Сулеймана за совершенные проступки не стоит. Важно помнить о том, в какое время и в каких условиях ему приходилось управлять огромной империей. К тому же те благие дела, которые повелитель сумел совершить за 46 лет своего правления, все же требовали от него определенных жертв. Вот такая вот своеобразная историческая справка от Бурака Ащевида. Но пока зрители гадали, ответит ли Бурак Балибэй взаимностью с Алихем, Римах или Абиге, самый желательный актер Турции уже работал над новым проектом. Речь идет о роли Кемрина в экранизации знаменитого турецкого писателя Гюнтекина «Королек птичка певчая», на съемках которого Бурак познакомился со своей будущей женой. Они играли молодых людей с детства влюбленных друг в друга, которым предстояло преодолеть множество испытаний на пути к своему счастью. Многие зрители утверждают, что это очень удачная экранизация классики, и они буквально в восторге от роли Ащевида. Это новый Камран, не тот смазливый аристократишка в книге, не тот нытик, в которого бог знает почему влюбилась Фариде, а это Камран новой эпохи, под стать Фариде невероятно красивый, харизматичный доктор. Актер вдохнул новую жизнь в неприятного многим персонажа. Он здесь более мужественный, более яркий и интересный. Персонажи второго плана Наджмие, Нариман, Селим, Юсуф, Мюжган и прочие, каждый со своей историей, наполнили фильм красками и страстью. Кроме того, великолепно передана атмосфера семейственности и традиций Турции начала прошлого века, а лихо закрученный сюжет с неординарной концовкой поставили в тупик даже тех, кто хорошо знаком с сюжетом. Не слушайте скептиков, утверждающих, что фильм хуже книги, он просто другой. В интервью Бураку предложили ответить на 3 вопроса о своем персонаже в «Корольке». Расскажите о своем персонаже, как вы попали в этот проект и какое чувство вы испытываете, играя в сериале, действия которого разворачиваются в прошлом. На что Бурак ответил: чувственный, благовоспитанный стамбульский господин Камран, молодой доктор, изучивший медицину, имеющий свои идеалы, по своему возрасту зрелый и серьезный. С другой стороны, доставшаяся от отца зрелость, встретившись с Фариде, превращается в детское поведение и ссоры. Эти ссоры начались с самого детства и стали своего рода традицией. С другой стороны, мы можем сказать, что быть с Фариде приносит ему радость жизни. В то же самое время он пишет стихи, очень любит излагать свои чувства пером. А на второй вопрос Бурак ответил, что он прочитал роман «Королек» еще в школьные годы, и, получив предложение играть в такой выдающейся истории, он сказал: «Я точно хочу быть в этом проекте». На третий вопрос Бурак ответил следующее: сначала появляется чувство большого доверия, ведь мы даем жизнь такому хорошему роману, а после доверия приходит чувство спокойствия и счастья, и пытаемся привнести это в нашу работу, ведь дать жизнь Камрану – это большое волнение и возбуждение. В проектах «Великолепный век» и «Королек птичка певчая» ему пришлось целиком и полностью погрузиться в историю и перелопатить не один десяток книг и учебников. С современными персонажами все гораздо проще, в них легко вникнуться, а раньше и времена были другие, и люди совершенно другими. Персонажи Ащевида в этих сериалах очень разные. С одной стороны жесткий и боевой Балибэй, а с другой милый, веселый и добрый Камран. Роли очень разные, и в каждую приходится вживаться по-своему.
А следующей работой Бурака является «Любовь, похожая на тебя». И вот тут уже все не так однозначно. Задумка у фильма хорошая, герои тоже красивые. Лето, любовь, немного моря, немного страсти. Этот фильм можно смотреть только ради одного Бурака. Его игра, как всегда, на высоте. Хотя местами откровенно позирует, что не портит весь фильм в целом. Но при этом фильму чего-то явно не хватает. Роль главной героини, видимо, не до конца проработана. Без видимых причин она устраивает из небольшой проблемы трагедию. Ведет себя как-то не совсем адекватно. Зачем было скрывать от любимого свое прошлое? Кстати, опять непонятно, что в этом прошлом такого, чтобы из этого делать страшную тайну. Зачем она собиралась уезжать, когда он сделал ей предложение? Такое ощущение, что некоторые проблемные моменты были просто высосаны из пальца и опять же недоработаны. И жалко, потому что если бы этот фильм сделать как следует, убрать все эти досадные мелочи и немного переписать сценарий, могло бы получиться весьма достойное кино. А так, можно сказать, фильм на один раз. Хотя этот раз посмотреть его, наверное, даже стоит. И еще один плюс. Красивая песня в конце, да и сам конец очень трогательный. Тут ничего уж не скажешь. За красоту Фахрие и мужественность Бурака и лето, море ставлю огромный плюс. Ну а вы что думаете об этом проекте? Напишите в комментариях ваши мысли. Потом была небольшая работа в проекте «Голубь взлетел». Это легкая комедия, которая также не вышла за пределы Турции. И вот, наконец-то, «Черная любовь». Нихан, дочь богатого бизнесмена, который оказался на грани банкротства. И Кемаль, сын простого парикмахера. Есть ли будущее у этой любви? Тем более, что ради своего эгоистичного сына Эмира, безумно влюбленного в Нихан, его отец Галибей способен совершить преступление. Путем шантажа своего компаньона он добивается согласия на свадьбу Нихан и Эмира. Нихан и Кемаль принадлежат к совершенно разным мирам, но несмотря на это, между ними зарождаются настоящие чувства. Как сохранить любовь и веру в себя и друга, невзирая на преграды, трудности и сложившие обстоятельства? Ну так о чем же это кино? Это щемящая душу трогательная история, красивая любовь, безумно красивая нереальная сказочная любовь, идеально подобранный каст, адекватный взгляд сценаристов на сюжетную линию в целом. Также хочется отметить эстетическую составляющую всех локаций, одежды, образов, продуманных мелочей. Смотреть на это бесконечно приятно. Не оставляет равнодушными и красноречивые диалоги, пронизанные тонкой философией жизни. Одни цитирования мудрецов 13 века чего стоят. Высказана также дань уважению турецким традициям и обычаям, укладу семьи. Возведены на пьедестал честь, моральные устои, справедливости, принципы. «Черная любовь» — это сага настоящей любви, а не легкомысленная мыльная опера. История о редком чувстве, которое цинично обесценили. Все чаще любовью считают разные суррогаты, ложные, животные, временные чувства не имеют ничего общего с ней. Если вы думаете, что можно разлюбить, посмотрите этот сериал. Настоящая любовь никогда не угасает и не проходит, и способна пережить любые препятствия. Настоящая любовь не знает временных и пространственных границ. Она с каждой секундой и с каждым годом становится крепче. Она расцветет пышным цветом и никогда не увядает. А если увядает, если живет 3 года и умирает, значит это не любовь. Для нее нет условностей и барьеров. Это иллюстрирует отношения не только Кемаля и Нихан, но и других героев. Любовь – это дар, которым обладают немногие. Конечно, сериал тяжелый и довольно мрачный, но создатели периодически радовали зрителей радостными моментами, редкими, но искристыми вкраплениями юмора. Кемаль, которого играет Бурак, честное слово, как будто это один и тот же человек. Его эти эмоции, рискованные шаги, тюрьма, черные полосы разочарований, страшно представить себя на его месте. Его сложно забыть даже после просмотра сериала. Кстати, главную роль в этой картине и возлюбленную героя Бурака сыграла Неслыхан Атагюль. Несмотря на то, что актеры изображали на экране романтические чувства, в жизни Бурака и Неслыхан связывали напряженные отношения, которые со временем переросли в открытую вражду. Виной всему ревность жениха актрисы. Он просто не мог спокойно воспринять экранный поцелуй пары. Несмотря на извинения, принесенные Шчевитом, конфликт разрешен не был. Сцены, которые было возможно, снимали с каждым персонажем отдельно, а потом монтировали для полной версии. Следующими проектами были «Мой брат» и «Мой брат 2». Сюжет этих картин повествует о нелегких взаимоотношениях двух родных братьев, чьи амбиции на пути к достижению творческих успехов развели их в разные стороны. Спустя много лет игнорирования существования друг друга, они встречаются, чтобы исполнить последнюю волю своего отца. Ребята Хакан и Азан очень рано потеряли свою мать, поэтому отец был им мамой на протяжении всей жизни. Естественно, отказать в последнем желании родного человека, а именно вместе выступить на свадьбе, они не могли. У взрослых мужчин теперь разное направление в музыкальном творчестве, но по велению отца они должны вспомнить свои истоки, начало пути к выступлению на свадьбах. Основная интрига разворачивается по пути на свадьбу, на которой они отправились на старом раритетном папином авто, читая попутно его аудиомесседжи по дороге. Но доехав до пункта назначения, им суждено сделать главный выбор жизни – остаться с семьей или разойтись как в море корабли. Прежде всего, этот проект – это огромный музыкальный фон. Главные герои по сюжету тоже музыканты. Большая часть картины в своей основе несет юмор. Фильм можно было назвать комедией, если бы не одно «но». Он турецкий, поэтому без ноток мелодрамы здесь никуда.
где-то даже граничащий с индийской драмой, знаете ли. Бурак Озчивит играет старшего брата, он в этом фильме супергерой, брутал, способный защитить семью, если понадобится. И совсем недавний проект Бурака «Жизнь отдам» 2018 года очень тяжелый и своеобразный фильм. Действия турецкого фильма «Жизнь отдам» разворачиваются на территории, где многие годы длится гражданская война. Небольшой отряд спецназа турецких вооруженных сил участвует в решении очередной военной задачи. Из-за предательства или неточности данных разведки спецназ оказывается в труднейшей ситуации. Ему неожиданно противостоят силы противника, многократно превышающие его по численности. В бою солдат турецкого спецназа готовы пожертвовать собственной жизнью, защищая честь своей родины. В этом бою проявляется не только мужество и отвага, но и высокая нравственность командиров, которые остаются людьми в тяжелейших условиях выбора. В фильме «Жизнь отдам» роль командиров исполняет два популярных турецких актера. Бурак Озчивит в роли командира подразделения сухопутных войск Турции и Керем Бурсин, который играет командира подразделения ВВС Турции. В картине хорошо показано, какую боль приносит война, насколько беспомощны простые люди, как тяжело приходится беженцам, как опасно жить на оккупированной территории. Фильм достаточно зрелищный, хорошая операторская работа и специалиста-пиротехника. Советую посмотреть тем, кто любит такой жанр в кинематографе. Кино учит поступать правильно и заботиться больше о других, чем о себе. И последний на сегодняшний день, но надеемся не последний в дальнейшем, проект Бурака – это «Основание Осман». Актер готовился к этой роли основательно, стараясь соответствовать своему персонажу. В роль вжился практически сразу, видно, что прическа и костюмы ему очень подходят. Глядя на его игру, верится, что тот самый великий Осман выглядел именно так, был таким же сильным, выносливым и мужественным. Бурак Озчивит заявлял, что эта роль самая главная в ее жизни и карьере. Актер выполнял различные трюки, показывает мастерство в сражении и великолепные навыки верховой езды. Все его сальты и прыжки демонстрируются в замедленной съемке. Актеры всего сериала перед началом съемок изначально обучали в течение 9 месяцев верховой езде, владению мечом, стрельбе из лука и жили при этом в походных условиях. А сам сериал вот о чем. После смерти Эртугрула бразды правления турецкими землями перешел к его наследнику 23-летнему Осману I Гази. Юноше досталась территория Фригии, однако этого амбициозного вождя не устраивало. Он мечтал, чтобы слава о могуществе родного государства гремела на весь мир. Несмотря на малый опыт, молодой правитель принялся успешно расширять границы своей страны, присоединил значительную часть Византии, обеспечив туркам выходы к Мраморному и Черному морям, объединился со сбежавшими от монголов мусульманами. Самым бесстрашным воином в его армии был Осман. Он всегда находился в гуще событий, подавая братьям по оружию достойный пример. Усилиями этого султана Турция станет великой империей, что будет носить его имя. Но это спустя годы, а пока еще впереди у него множество испытаний. Предательство близких людей, новые завоевания и потери, козни завистников и главная любовь всей жизни. Сериал будет интересен не только женской аудитории, перед нами разворачивается не романтическая история, а история становления целого государства. Здесь нет ненужных сантиментов, есть лишь вкрапление любовных сцен, зато много традиций, патриотических идей и потрясающей мужской харизмы. Поэтому представители сильного пола тоже погрузились в этот сюжет с головой. Снято не просто красиво, а очень-очень красиво. Костюмы, декорация, операторская работа, грим, боевые сцены – все это на высоте. Производители турецких сериалов никогда не экономят ни на актерах, ни на реквизите. Некоторые вопросы поначалу были относительно Бурака Озчивита. Сможет ли он перевоплотиться в брутального Османа, когда все привыкли видеть его романтичным Кемалем из «Черной любви». Однако Озчивит вжился в образ на 100%. Сложно представить себе более брутального и воинственного Османа. Довольно продолжительное время Бурака связывали серьезные отношения с фотомоделью Джейлан Чапой, дочерью известного турецкого журналиста. Но в конце 2014 года после многолетнего романа пара рассталась. Причиной стала неуемная ревность подруги Озчивита, а также его все более уплотняющийся рабочий график. По слухам, Джейлан изводила актера подозрениями в неверности и даже могла внезапно нагрянуть на съемочную площадку, где он работал, чтобы проверить собственные подозрения. В процессе съемки, ставшей знаменитым после сериала «Королев птичка певчая», Бурак познакомился с молодой Фахри Евджен. В этот период актер еще встречался с Джейлан, и девушка сразу удвоила бдительность, не взлюбив актрису главной роли. Но тогда это знакомство ни к чему не привело. Зато в 2015 году, во время работы над мелодрамой «Любовь, похожая на тебя», между молодыми людьми вспыхнула искра. Еще после того, как актер сам пригласил Фахрия на главную роль в этом фильме, Джейлан Чапа заявила, что уходит от Озчивита. Ему осталось только смириться и окунуться в новые отношения. По слухам, Фахри Евджен отличается капризным характером, но к собственному избраннику актриса отнеслась на удивление терпимо. В интервью девушка сказала, что не станет бороться с привычками Озчивита, даже если они ей не нравятся, так как считает, что нет смысла переделать мужчину, которого сама же себе и выбрала.
Бурак быстро переехал к избраннице, сдав собственное жилье. На таком переезде настояла девушка, не захотев переводить собственные наряды из одной квартиры в другую. Прожив несколько месяцев в гражданском браке, Бурак и Фахрие решили заключить официальный союз. Ащевит познакомил невесту со своими родными. По слухам, еще в феврале 2016 года был заключен брак по законам шариата. Официальное же бракосочетание и величественные мероприятия по поводу свадьбы состоялось 29 июня 2017 года, и поклонники пары назвали ее событием века. Пара заказала выездную церемонию. Бракосочетание прошло на берегу Босфорского залива, на закрытой исторической вилле, но несмотря на то, что вечеринка была закрытой и проходила в уединенном месте, гости оперативно поделились фото и видео с мероприятия в собственных аккаунтах в Инстаграме. Эти материалы быстро распространились по интернету, что позволило поклонникам Эмджена Ащевита также полюбоваться свадьбой и вовремя поздравить молодоженов с этим событием. Мероприятие поражало своей торжественностью. Девушка сменила 3 шикарных наряда. Бурак очень популярен в Арабских Эмиратах, поэтому сразу после помолвки актер получил предложение провести свадьбу в Дубае. При этом пригласивший его арабский бизнесмен обещал устроить мероприятие за $2 миллиона. Также исполнителя звали на бесплатный медовый месяц в Дубай. Но от обоих предложений Бурак отказался и полетел с молодой женой на Мальдивы. Накануне торжественного события между влюбленными случился раздор. Фахрие приревновала жениха к телеведущей Виктории Бони. Российская звезда, активно ведущая блог в Инстаграме, оставила несколько восторженных комментариев под фотографией Бурака, а подписчики поддержали ее многочисленными лайками. Когда Боня после свадьбы позволила себе прокомментировать снимки актера своего любимого сериала «Великолепный век», на нее накинулись поклонники молодой супруги с гневными отповедями. Чтобы не волновать жену, Ащевит заблокировал Викторию, а в 2018 году у молодых родился мальчик Каран. За право публиковать первые снимки малыша разыгралась настоящая борьба. Издания соревновались с корпорациями и наперебой предлагали кругленькие суммы за выбор в их пользу. В итоге гонку выиграла компания из Узбекистана, занимавшаяся продажей недвижимости. Снимок был продан за $160 тысяч, а маленький Каран получил в подарок роскошную квартиру в Ташкенте. Бурак и Фахрие по праву считаются образцовыми родителями, стараясь много времени уделять ребенку. В одном интервью на вопрос корреспондента о том, что Ащевит чувствует, когда его называют звездой, молодой отец ответил, что сразу думает о сыне. Не так уж получилось, что обязанностью Бурака стало каждый день укладывать младенца спать. Представляю, что сейчас где-то тысячи мамочек разочарованно вздохнули. Кстати, Бурак Ащевит и Фахрие Евджен ждут второго ребенка. На вопрос журналистам, что вы чувствуете, родители отвечают, что счастливы и совершенно не боятся, так как они уже прошли отличную стажировку с Караном. И совершенно не важно, кто это будет, мальчик или девочка. Недавно Фахрие и маленький Каран снялись в рекламе подгузников. Сам Бурак от съемок отказался под предлогом слишком большой занятости, а его семья на двоих заработала $200 тысяч, 45 тысяч из которых заработал звездный ребенок. А сколько же зарабатывает сам Бурак? Бурак Ащевит является одним из самых высокооплачиваемых актеров Турции. Его состояние оценится в $5 миллионов и зарабатывает он по некоторым данным по $1 миллиону в год. Ни один актер в Турции не имеет подобных гонораров. Кроме того, в стране среди актеров очень высокая конкуренция и пробиться на вершину местного шоу-бизнеса практически нереально. К примеру, менее успешные артисты получают за съемки одной серии не более $700. Бурак отлично понимает, что в таких условиях необходимо обеспечивать себе и семье надежный финансовый тыл. И вместо того, чтобы тратить заработанные деньги на безделушки и развлечения, старается накопить капитал и успешно его инвестировать. Турецкое информационное агентство сообщает, что Ащевит предпочитает вкладывать средства в недвижимость и драгоценные металлы, в частности в золото. Также он проявляет интерес к дорогим часам, поскольку уверен, что со временем они не только не утратят своей стоимости, но и даже вырастут в цене. У актера всегда было огромное количество выгодных рекламных контрактов. Он 8 лет был лицом шампуня Clear Man, снимался в рекламе бытовой техники для Узбекистана, а в 2017 году заработал почти $1,5 миллиона, снявшись в ролике для торгового центра. Также Ащевит уже несколько лет сотрудничает с одним из турецких брендов одежды. По словам представителей компании, после того, как их лицом стал Бурак, продажи взлетели вдвое, а вознаграждение актера составило примерно $600 тысяч. Турецкий актер показывает себя идеальным мужчиной не только на экране, но и в реальной жизни. Бурак Ащевит решил порадовать свою супругу Фахрие Евджен шикарным подарком. На этот раз им станет роскошный автомобиль. Разумеется, ранее известный турецкий актер уже радовал супругу дорогостоящими подарками. Фахрие Евджен получила от мужа на свой день рождения собственный особняк. Турецким СМИ стало известно, что следующим подарком станет автомобиль Porsche. Бурак уже сделал заказ, но изготовит его только в следующем году. По оценкам экспертов, такой презент обойдется звезде турецких фильмов и сериалов минимум в 26 миллионов рублей. Согласно информации в сети и СМИ, Бурак уже внес залог, и заказ был поставлен в очередь на выполнение.
Самыми правдоподобными выглядят слухи о служебных отношениях Ащевита и Озги Торер, которая сыграла вместе турецким секс-символом в исторической драме «Основание Осман». Поначалу артисты пытались игнорировать эти домыслы, но с выходом каждой серии в адрес Бурака Özgel летело все больше противоречивых комментариев. В итоге Торер пришлось прервать молчание. «Слухи о моих чувствах – это всего лишь слухи, которые я воспринимаю как высокую оценку моей игры», – поделилась мыслями звезда. На данный момент нет никаких оснований предполагать, что Ащевит имел или имеет любовниц, однако это не мешает поклонникам год за годом обсуждать скорый развод Фахрие и Бурака. Скандалы – вечные спутники славы, а когда человек настолько популярным, без них точно невозможно обойтись. Вот и Ащевит периодически оказывался замешан в неприятных вещах. Чаще всего звезду обвиняли в заносчивом поведении. Поклонники жаловались, что Бурак практически всегда неприветлив с фанатами, неохотно фотографируется и дает интервью. До недавних пор это были лишь отдельные возмущенные комментарии. Но в ноябре этого года разорвалась настоящая информационная бомба. Дело в том, что сразу несколько членов съемочной площадки сериала «Основание Осман» обвинили Бурака в неадекватном поведении. Они утверждали, что артист кричал на них матом, вел себя агрессивно и даже угрожал творческой группе. Разумеется, актера тут же обвинили в звездной болезни. Ащевит попытался оправдаться, опровергнув высказывание в свой адрес, но было уже поздно, дело о неподобающем поведении отправилось в суд. Этот случай попадал под законодательство о судебном примирении, поэтому изначально рассматривался в примирительном бюро, однако сторонам договориться не удалось. Итак, учитывая, что стороны пришли к соглашению, прокуратура сочла возможным передать дело в суд. В результате прокуратура потребовала для обвиняемого от 3 месяцев 15 дней до 4 лет и 1 месяца тюрьмы. Отметим, что прокурор в Турции обычно требует по максимуму. Судья же может назначать штраф в 1 лиру. Так дело и закончилось. Судья, решавший дело, постановил, что подсудимый Бурак Ащевит должен быть приговорен к судебному штрафу в размере 3000 лир. Суд принял решение отложить исполнение приговора, имея заключение о том, что обвиняемый больше не совершал преступлений, и вообще этого было первым правонарушением, так что означенную сумму выплачивать не придется. И вообще, что вы пристали к человеку? Также причиной мягкого приговора стало заявление актеров, что рабочие ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, часто пререкались каскадерами и чуть не стали виновниками несчастного случая. Они не закрепили сбрую коня Бурака, и актер чуть не упал с лошади во время скачки. Судья постановил, что гневные высказывания были хоть и неправильными, но вполне обоснованными. Я не удивлюсь, кстати, что судья тоже поклонник Бурака. В активах Бурака есть несколько объектов недвижимости. Семейное гнездышко находится в элитном районе Бейкоз близ Стамбула, где пара проводит свое свободное время. Это прекрасный 4-этажный особняк с бассейном и зеленой лужайкой. Благодаря своему расположению владельцы могут ежедневно наслаждаться потрясающим видом, открывающимся на город. Ащевит признается, что они не нанимают помощников по хозяйству и стараются все делать сами. Например, Фахрие не просит делать уборку в доме и приготовить вкусный ужин, а дизайном интерьеров пара занимается вместе. В доме много света, необычных аксессуаров и причудливой мебели. Отделка особняка сделана с большой любовью и вкусом. Хозяева старались использовать натуральные материалы, среди которых мрамор, гранит и ценные породы дерева. Также Ащевит владеет домом в курортном городке недалеко от Бодрума. Согласно источникам, близким семье, пара с лета 2021 года занимается поиском виллы в том же районе и готова потратить на нее почти $2 миллиона. Покупка, по словам Бурака, связана с расширением территории для комфортного отдыха с ребенком. Однако некоторые скептики уверены, что переезд планируется из-за того, что в августе прошлого года, сразу после отъезда звездной четы в Стамбул, в районе произошел сильнейший лесной пожар. Актер признался, что пережил массу неприятных моментов, ведь сидеть за сотни километров от Бодрума и смотреть, как огонь подбирается к дому, просто жутко. К счастью, недвижимость не пострадала, а спецслужбам удалось за 5 часов справиться с возгоранием. Но страсти вокруг инцидента кипели нешуточные. Кто-то утверждал, что это поджог, а кто-то обвинял Бурака в том, что, обладая большим состоянием, он ничем не помог. Бурак Ащевит считает, что для любви самое главное – это терпение. Именно это он и старается показывать практически во всех своих работах. Больше всего Бураку нравится вдвоем с Фахрие смотреть кино дома или в кинотеатре, а также гулять ночью по набережной Босфора. Поклонницам актера, конечно же, не очень понравилось, что их кумир связал себя узами брака. Но Ащевита это не волновало. Меня не пугает перспектива того, что количество моих фанатов сократится, если я узаконю свои отношения. Я очень хочу жениться и стать отцом. Так он и сказал когда-то. На новогодние каникулы Бурак и Фахрие посещали Вену. Пара выложила в Инстаграм свои фото, по которым поклонники вычислили местонахождение их отеля и бросились все туда. Толпа была настолько большой, что пришлось разгонять ее при помощи полицейских. Одного из особо буйных фанатов даже арестовали. Влюбленным пришлось срочно покинуть отель через черный вход. Позже они извинялись перед своими поклонниками в Инстаграме. Привет всем нашим поклонникам из Вены. Нас очень расстроило то, что произошло вчера вечером, и мы вас всех любим. Берегите себя. Парам-парам-пам.
Как это ни странно, но Бурак не считает себя секс-символом или эталоном мужской красоты. Скорее он согласится с определением «ухоженный мужчина», поскольку действительно много внимания уделяет личной гигиене. В 2015 году Бурак Озчивит осчастливил казахстанских поклонниц своим приездом в Алматы и Астану. Он представил свою новую картину «Любовь похожа на тебя», в которой актер сыграл главную роль рыбака по имени Али. Бурак с удовольствием общался и фотографировался с гостями встречи. Озчивит отметил, что ему очень понравилась эта гостеприимная страна. А в 2021 году Бурак посещал Чечню. Вместе с Бураком приехали Мехмед Баздак, Метин Бинай и другие участники многосерийной ленты. Для званых гостей был устроен настоящий дружеский прием в доме торжества. Был устроен настоящий праздничный концерт в национальном чеченском духе. Здесь танцевали и пели самые лучшие звезды республики. По словам гостей, им очень понравился радушный и душевный прием в Грозном, и они будут не прочь вернуться сюда снова. И это отчетливо видно на их лицах на видео, которым поделился президент республики на своей личной странице в социальной сети ВКонтакте. Бурак Озчивит недавно посетил Дубай по приглашению эмира Мохаммеда Ибн Рашида Аль-Мактума. За это актер получил гонорар в размере $500 тысяч. Во время визита была организована встреча с поклонниками в одном из торгово-развлекательных центров. На мероприятие пришли более 10 тысяч человек. В ходе поездки в Дубай выяснилось, что Озчивит не знает английского языка. В ответ на все комплименты, просьбы и вопросы фанатов актер кивал головой и повторял слово «yes». Как у вас там сеют брюкву? С кожурою, али без? Yes. Как любая уважающая себя звезда, Бурак очень любит хорошие автомобили. В его автопарке внедорожник Mercedes Geländewagen, Land Rover Defender, BMW, Range Rover Autobiography стоимостью $75 тысяч, а также несколько роскошных Ferrari. За всеми автомобилями актер очень тщательно следит и обожает вкладываться в их обновление. Так недавно он потратил $15 тысяч на работу со своим автопарком. А вот правила он соблюдает далеко не всегда. Его частенько ловят непристегнутым за рулем и с телефоном в руках. До женитьбы на Фахрие Бурак был заядлым мотоциклистом и рассекал по турецким улицам на Харли Дэвидсон, но супруга говорила бросить его эту дурацкую затею ради собственной же безопасности. Бурак иногда страдает от депрессии, которая вызвана, по его словам, синдромом эмоционального выгорания, но он успешно справляется с ней, когда рядом его любящая жена и сын. Бураку во время очередных съемок приходится часто менять свой облик и стиль. Несмотря на это, его жена всегда поддерживает его и утверждает, что Бурак ей нравится в любом виде. Вот такой вот популярный турецкий актер Бурак Озчивит. Если вам понравился такой формат длинных роликов, укажите это в комментариях, о ком бы вы хотели услышать еще. Спасибо вам за просмотр, до новых встреч!